Привет, это проект «Кофе профессора». Ну, собственно, ничего так не говорит о появлении государства, как, наверное, курган. Степная пирамида, как его называют, ну, такие вот одаренные поэтично люди. Ну, действительно, высокая насыпь, где-то там, вот один из таких курганов мы можем наблюдать вот на Подгоровской горе знаменитой. Вообще вот Луганщина, про которую, ну вот мы будем снимать, на которую мы будем ориентироваться, насыщена этими курганами, да. Это зона, ну, такого активного исторического взаимодействия вот разных кочевых народов, начиная с бронзового века. А вот Подгоровка вообще, вот этот курган мы нашли, ну, практически случайно. Вот есть такая карта Шуберта середины 19 века, топографическая карта, где, ну, собственно, вот ее создатели отметили буквально каждый нюанс местности на ней. Ну, вот в том числе на Подгоровской горе, Старобельский район, рядом село Подгоровка, они отметили вот в этом месте гряду курганов, 7 штук. Они не были известны в современных реестрах археологических курганных вот этих вот могильников. И вот, по-моему, в 2019 году мы вместе с таким научным сотрудником Института археологии НАН Украины Сергеем Тележенко вот сверили с картой Шуберта вот эту местность, ну и нашли вот несколько таких курганов. Он, кстати, был главным, я сейчас так рассказываю, будто я тут все сверял и регулировал, да, я вот следовал как маленький такой подмастерье, какую-то внес там лопатку, да, и за ним, да, но он открыл для меня вот этот вот прекрасный мир бронзового века. И вот, среди прочего, 7 курганов мы нашли. Вот самый большой диаметр примерно, ну, метров 30 точно, да, высота большая. Где-то у его основании, наверное, лежит какой-то вождь, да, ну, наверное, вот так называемой катакомбной культуры. Ну, и исходя из опыта Тележенко, он предположил, что здесь, вот где мы стоим, уже, ну, есть еще подзахоронения более поздних эпох. Да, а вот каких угодно. Вот, собственно, Подгоровка — это место, где были и представители, кочевые народы бронзового века, и скифы, и кемерийцы, и сарматы. Вот в этой местности еще в 19 веке буквально пастушками какими-то были обнаружены несколько серебряных и золотых сосудов, да, эпохи сарматов, например, или скифов. Они были произведены в древнем Иране, эпохи ахеменидов, сасанидов. Потом их сюда привезли. Ну вот что, о чем это может свидетельствовать? О том, что была уже торговля, торговали с великими цивилизациями, покупали кочевые народы у них вот эти вот сосуды и везли сюда для своих каких-то целей. И в курганах они находятся. Ну, не знаю, что здесь. Возможно, вот, ну, видите, основной курган под захоронение. Да, вот. И что? Ну, в общем, если человека хоронят вот таким вот образом, если создают над его могилой целую высоченную насыпь, да, которая остается, ну, 2000 лет, да, по сути, вот этому объекту. Память, ну, уже стерта абсолютно, но все равно она существует. Вероятно, что есть царь, человек значимый, да, условно говоря, Вася, да, который все решает, которого почитают як пахана, да, и готовый народ ради него создавать вот такие вот сооружения. Ну, что тут скажешь, ну вот, оцените, вот какая офигительная красота. Вот, ну, лично у меня вот, ну, мало что вот Старобельский может сравниться вот с этим видом, да, который открывается вот с меловой вот этой горы Пристина, которая находится над рекой Айдар. Вот мы с разных ракурсов снимаем, ну, скажем, ту территорию, то место, которое является историческим, с седой древности, с эпохи, ну, скажем, даже неолита. Вот там вот внизу, прямо перед нами, вот находится неолитическое поселение, ну, а здесь вот недалеко вот курганы, на которых мы снимали. И вот под действием вот этих всех факторов, да, вот этого, скажем, потрясающего своей эстетикой историзма, у меня родилась такая гипотеза. Вот что... Вот я вижу, да, в своих изучениях, что последующее христианское, украинское православное население, оно накладывает свои святыни вот на те территории, которые были святыми для кочевников. Да, вот тут у нас курганы,
Тут вот, ну, собственно, на Старобельском Престине, на Старобельской меловой горе мы вам покажем, есть современный крест, который показывает, ну, в общем, это историческое отношение к Престинам как к святыне. И я вот долго думал, почему, да, вот, что это? Я думал, знаете, ну, это такая, как у мальчиков крутых, борьба между собой, у матча, да, у кого длиннее религия, да, вот. Ну, я так утрированно говорю, да? А потом я вот читал много книг, размышлял над этим. Вдруг родилась такая теория, что по какой-то такой загадке, да, православное население, казацкое население почему-то чтило вот эти вот курганы древних тюрков, древних кочевников, называя, и тут это название также до сегодняшнего дня распространено, называли их могилами. И большинство курганов, ну вот скифских, например, известных современной науке, широко разрекламированных, там Солоха, Гайманова могила, Товста могила, это, собственно, не само название кочевников, это название этих курганов, этих захоронений языческих, которые были даны запорожскими казаками. И это показывает, что, ну вот, если хотите, да, мы имеем дело с какой-то перениманием сакральности, да, вот вроде бы языческого и христианского мира. Тем не менее, вот в освоении степи они как-то между собой интересно взаимодействовали на каком-то идеологическом, метафизическом уровне. Ну давай тоже, кажи щось. И долго ты меня еще тут на морозе мучать будешь? Видео снимать кто будет, да? Ну давай уже снимай. Ладно, все. Только не злитесь.